Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на 4 королей. Вы можете загадать 4 разных мужчин и выбрать для каждого из них свою характеристику, свой сигнификатор. Пентаклевый король, кубковый король, жезловый и мечевый. Кто же из них кто? Смотрите, пентаклевый король – это у нас мужчина, который обладает таким стабильным статусом. Это мужчина женатый, это может быть ваш супруг, это может быть любой другой несвободный мужчина. Мужчина земных знаков зодиака и мужчина, который при деньгах. Либо же он может быть отцом является, такой, знаете, вот стабильный, ответственный, спокойный, неспешный. Это пентаклевый. Кубковый король. Как правило, это мужчина, который проявляет к вам чувства, но зачастую, кроме чувств, ничего он предложить вам не может. Возможно, он недостаточно зрел, он весьма романтичен. Либо же это мужчина, который принадлежит к водным знакам зодиака. Жезловый король. Жезлы – это стихия огня, поэтому мужчина здесь очень активный. Как правило, жезловый король занимает какую-то руководящую должность. Если его сравнивать с пентаклевым королем, то пентаклевый – это скорее, знаете, такой вот босс-учредитель, а жезловый – это такой, знаете, тот, который руководит, тот, который вот шорох наводит, да, который стоит у руля. Жезловый также может быть мужчина, который очень активно себя проявляет по отношению к вам. У него вообще, в принципе, активная жизненная позиция. Ну и, собственно, как уже сказано было ранее, это огненные знаки зодиака. И мечевый король. Мечи – это стихия воздуха, поэтому это воздушные знаки зодиака. Но по классике мечевый король – это может быть еще кто-то из бывших, мужчина из прошлого, ваш бывший кавалер, бывший партнер, либо же тот, кого вы знаете давно. Еще это может быть мужчина в форме, медик, военный, юрист, спортсмен, тот, кто носит форму, тот, у кого дресс-код. Итак, выбирайте, пожалуйста, своего короля. Кому нужно, ставьте на паузу, можно загадать нескольких. Тайм-код будет указан в описании под видео. И поскольку у нас пентаклевый первый, давайте мы с вами начнем именно с него. Именно с пентаклевого короля. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. И давайте посмотрим, с чем же пришел к вам сегодня пентаклевый король. Что он думает о вас? Какие у него о вас мысли? Здесь большинство все-таки смотрят на своего мужа, на своего постоянного спутника, либо же на мужчину, который не свободен. Да? Ну, пентаклевый не свободный, он и есть император. И для него в приоритете вот именно его императорский статус. Для него в приоритете это именно его обязанности. Для тех, кто смотрит на своего постоянного партнера, либо на мужа, знайте, что он вполне доволен своим статусом. Он думает о том, что нужно ему исполнить свой отцовский долг, свой долг мужа, позаботиться, что-то купить, защитить, что-то решить. Для кого-то это совершение подарка или принесение каких-то таких положительных новостей, какое-то предложение такое интересное, шаг навстречу. Для тех, кто смотрит на постороннего несвободного мужчину, либо на того мужчину, который стремится соблюдать субординацию, да, он понимает, что он император и он должен соблюдать эти рамки, но тем не менее он хочет сделать вам шаг навстречу с каким-то подарком, с каким-то таким приятным, интересным предложением. Причем, вы знаете, здесь тройка мечей. Мужчина думает в контексте разбитого сердца. Если это ваш муж, ваш супруг, то он чувствует за собой вину. Он понимает, что он вас обидел. И, собственно, этим подарком он будет стараться как-то загладить свою вину.
Если же вы смотрите на мужчину, который не свободен, причем, вы знаете, здесь можете быть и вы тоже не свободны, да, то есть у вас два, может быть, несвободных мужчины. Один собственный ваш, а другой чужой муж. Это получается уже четырехугольник. То есть здесь, конечно же, тот император, на которого вы смотрите, вот этот несвободный, он настроен на общение с вами в формате треугольника. И нужно сказать, что те воспоминания, которые вас объединяют, он очень бережет. Он с огромной нежностью о вас думает и вас вспоминает. У многих здесь действительно состояние ссоры и недопонимания. И посредством вот этих вот подарков, приятных новостей человек хочет с вами помириться, потому что понимает, что он вас огорчил и расстроил. А какие чувства у него к вам, этого пентаклевого короля? Ой. Но он понимает, что вы его любите, но я бы сказала, что он тоже товарищ любвеобильный. Во-первых, у него на сердце даже не одна, а целых две женщины помимо вас. Эмоции к вам есть, и он действительно хотел бы о вас позаботиться. Но в контексте императора, посмотрите, даже если вы смотрите на своего супруга, то здесь он проявляет симпатию помимо вас кому-то еще. Да, безусловно, он признает свой статус, титул императора, он знает то, что вы ему позволяете чувствовать себя настоящим мужчиной, но вы не единственная женщина, которая живет в его сердце. К вам он больше испытывает чувство заботы и желание быть настоящим мужчиной вот именно рядом с вами. Вы его дополняете, вы позволяете ему чувствовать себя, вот знаете, целостным, вы позволяете ему чувствовать себя таким вот, знаете, вот хозяином ситуации, хозяином положения. А к этим барышням, насколько сильны у него чувства, давайте посмотрим. Они живут в его сердце. С одной из них совершенно новое знакомство, но весьма такое многообещающее. Она его очень хорошо понимает и, грубо говоря, излечивает, залечивает все его душевные раны. Да. И вы знаете, в ней есть какие-то качества, которые он особо ценит. Вот он, знаете, он смотрит на нее и говорит: ты лучше всех. А чем она его так зацепила? Чего такого нет в вас, что она дает ему, эта барышня? Романтику. Чувство романтики. Это, знаете, это про бабочек в животе. На самом деле, пентаклевый король, он как сухарь. Да, он прагматик, он хочет заботиться. И романтики ему порой не хватает. А вот эта кубковая королева, она настолько кубковая, она настолько сумела привнести вот эту вот романтичность в их взаимоотношения, что он прям действительно очень ее ценит. Она его зацепила очень-очень. Она прям, знаете, подобрала ключик к его сердцу, к его разуму. Очень она его сейчас цепляет. А какие у него намерения дальнейшие в отношении вас? Что он намерен делать, этот пентаклевый король? Планирует вести себя весьма холодно и сдержанно, и где-то даже по-женски, где-то даже, знаете, вот быть таким мечевым холодным королем, весьма сдержанным, и принимать позицию не настоящего мужчины, а того мужчины, который порой, знаете, вот съезжает со своих обещаний. Ему очень хочется легкости в общении. Ему очень хочется такого состояния, когда его ничего не напрягает. Он думает сейчас больше о себе. Девятка кубков, карта солнышко – это состояние такого, знаете, эгоизма, порой даже нездорового. Он думает всецело именно о себе, о том, чтобы ему было хорошо. И даже вот эти вот подарки и шаги в вашу сторону, они во многом для того, чтобы замазать глаза, закрыть вам глаза на свои какие-то похождения, на свои какие-то вот отвлечения от вас, от ваших взаимоотношений. А что будет делать? Какие его действия в вашу сторону? Глупые, дурацкие. Карта шут. Это что-то такое хаотичное. Это что-то такое неструктурное, совершенно необъяснимое. Наблюдает. Не может расслабиться. Следит за вами для того, чтобы ему владеть ситуацией.
и много лукавит. Карта дьявол. Те, кто смотрит на своего постоянного спутника, на мужа, знаете, что лукавит и обманывает. Здесь даже актуальные, господи, заговорилась, прошу прощения, актуальные измены и действия за вашей спиной. Те, кто смотрит на чужого мужа, здесь в любом случае тайные отношения, ну и дьявол — это в любом случае обман. Ему стыдно за свои действия, ему стыдно за свои поступки. Он понимает, что он уже сейчас о них сожалеет, но тем не менее он не может отказать себе в получении вот этого удовольствия. А что же на перспективу? Давайте посмотрим, что между вами. Некий тупик, который нужно будет преодолеть разговором. Здесь будет диалог, здесь, знаете, тупиковая ситуация, из которой нужно выйти диалогом. И как вы этот диалог выстроите, так дальше и поплывет ваш корабль, потому что здесь по магу все в ваших руках. На самом деле все зависит от вас, но ваши отношения в любом случае развиваются, ваши отношения в любом случае движутся вперед, потому что, как ни крути, у мужчины есть к вам чувства. И несмотря на то, что он изначально пентаклевый король и император и чувствует за собой ответственность, он очень часто уходит вот в эту женскую позицию, когда снимает с себя ответственность, когда поддается своим чувствам и занимает просто позицию то шута, то влюбленного мальчишки. Вот такой получился у нас пентаклевый король. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. Давайте посмотрим, что же расскажет нам кубковый король. Кубковый король — мужчина, который идет к вам со своими чувствами. Давайте посмотрим его мысли о вас. Что думаешь? Он считает, что нужно быть активнее. Он считает, что кубки — это хорошо, но действия тоже не помешают. Потому что если он будет бездействовать, то у него появится, либо уже появился весьма достойный соперник, а он вас очень любит, и отпустить он вас не может. Он бы хотел идти с вами в стабильность. Ему нужно брать быка за рога. Да, совершенно верно. И он настолько вас любит, что готов создать с вами семью, потому что рядом с вами он испытывает состояние безусловной любви, безусловного счастья. Каковы его чувства к вам? Ну, здесь видно уже, что чувства, на чем они основываются, что вообще в сердце его творится. Ой, ну он видит просто, даже несмотря на то, что он романтик, он весьма таким здравым, прагматичным взглядом видит то, что вы лучше всех. Вот он весь мир обошел, а лучше вас он никого еще не встретил. И он уверен в том, что лучше вас никого он не встретит. Не хочет вас терять, вы его сокровище. И он готов поделиться с вами всем, что он умеет. Настолько он искренне питает эти свои чувства к вам. Вы знаете, и нужно отметить, что эти чувства, они основаны не на состоянии созависимости. Это не такое, что вот я без тебя там умру, потому что мне необходим симбиоз с каким-то человеком. Нет. У вас партнер очень самодостаточный. У вас человек очень такой, знаете, знающий себе цену. И хочет он быть рядом с вами именно потому, что его чувства по отношению к вам искренние. Именно потому, что он видит все ваши достоинства. Вы красивы, вы умны, вы всеми качествами обладаете, которые он хотел бы видеть в своей идеальной спутнице. И он считает, что вас ни в коем случае нельзя отпускать. А каковы его намерения по отношению к вам? Это прекрасно. Мысли хорошие, намерения. Так. Ой, вы посмотрите. Вот он думает правильно, он считает, что нужно действовать активнее, потому что такое сокровище нельзя упускать. Но намеревается еще, как будто бы, знаете, еще понаблюдать, еще устроить какие-то, ну, я не могу сказать, что проверки, а еще понаблюдать, пособирать информацию. Возможно, он будет советоваться со своим тарологом, астрологом, эзотериком и
Вот здесь абсолютно не исключаю того, что ему на самом деле есть с кем вас сравнивать. Он прекрасно понимает, что вы лучше, но у него сейчас такая позиция, когда все в его руках. Он решает, с вами ему быть или с кем-то другим, с какой-то другой барышней. И он намерен еще понаблюдать и повыбирать. Он вообще намерен не торопиться. Хотя головой-то он понимает, что если он еще будет медлить, то у него просто вот уже на пороге стоит его такой весьма достойный соперник. А в действиях что у него, этого кубкового короля? В действиях не так все замечательно, как хотелось бы. С одной стороны, он делает шаги к вам навстречу, с другой стороны, ему нужно либо куда-то ехать, либо как будто вот отдалиться на какой-то период времени. Он действительно будет немножко отдаляться для того, чтобы избежать конкретики. Здесь двойственность присутствует, здесь карта Луна, ему есть что скрывать на самом деле, ему есть чего опасаться, и есть причины для этих опасений. Давайте посмотрим, с чем связана эта Луна, с чем связана вот эта двойственность. Паш кубков. Здесь для большинства как возможность заработать. Здесь для большинства больше даже, да, у кого-то действительно может отыгрываться та ситуация, что несмотря на то, что человек испытывает к вам серьезные чувства, он хотел бы еще раз убедиться в том, что правильно делает он выбор. И может он сравнивать вас с кем-то еще. Но у большинства здесь просто, знаете, как какие-то ограничения, как обязательства. Обязательства. У кого-то это могут быть обязательства перед детьми, либо, может быть, перед племянниками, которые человек вынужден исполнить. Здесь, знаете, восьмерка мечей как ограничивающие какие-то обстоятельства. И пытаться чего-то добиться от него бесполезно, потому что по семерке кубков, по луне он будет лукавить. Он не скажет правду. А почему боится правду-то сказать? Здесь, в принципе-то, ничего такого постыдного и нет. Почему? Конфликта боится. Здесь действительно идет манипуляция информацией. И те люди, с которыми все это связано, вот эти моменты, они тоже могут быть недостаточно честны. И дабы не вводить вас в еще большее заблуждение, он предпочитает выдвигать какую-то свою версию происходящего, не говоря вам правды. Потому что он боится того, что вы его просто не поймете. Он боится, что вы в штыки воспримете ту информацию, которая на самом деле будет являться правдивой. И этот момент, он решающий. Этот момент, он практически переломный и в его жизни, и в ваших отношениях. Здесь просто, знаете, нужно собрать всю волю в кулак, весь свой потенциал и вот эти трудности преодолеть. А что у вас в перспективе? Давайте посмотрим. Преодолеете, не преодолеете, что будет? Ну, здесь как бы все хорошо, чувства есть, но кубки есть кубки. Вы знаете, здесь действительно, пока он будет стараться преодолеть эти трудности и кроме любви ничего не давать, здесь может у него на горизонте образоваться соперник достойный, пентаклевый король, который будет, знаете, такой более стабильный, более практичный, чем вот этот кубковый. И нужно сказать, что при желании вы вот с этим кубковым вы вполне сможете преодолеть все те трудности, которые выпадут на вашу долю. Если вы отдадите предпочтение не пентаклевому, а кубковому, то ваши отношения, они преодолеют все трудности и будут длиться весьма долго. Причем, вы знаете, здесь у большинства все-таки отыграется какая-то поездка, в которую должен отправиться человек, и какой-то период времени вас действительно будет разделять расстояние. Такое ощущение, что все завязано вот как раз-таки на той поездке, от которой многое будет зависеть. Поездка скорее связана с работой, с деловыми какими-то моментами. И решать здесь на самом деле будете вы.
вы, женщина, то ли дождаться вот этого кубкового, пока он там решит все вот эти вот дела, то ли уже хватать вот этого предложения вот этого пентаклевого и идти туда, куда он поведет вас, вот этот пентаклевый. Решать будет женщина. Вот такой у нас кубковый король с нами пообщался. Благодарю всех за просмотр. Благодарю всех за обратную связь. И давайте мы с вами перейдем к следующему, к жезловому королю. Активный, инициативный, огненный знак зодиака. Не обязательно огненный, это может быть любой другой знак, но человек такой вот жезловый, активный, с активной позицией. Что думает о вас? Какие у него мысли? Вот несмотря на то, что активный, он действовать не торопится, он ждет. Он ждет какого-то подходящего момента, потому что боится проиграть, боится вот не в то время, не в том месте сделать этот шаг. Он считает, что от отношений с вами он может получить много пользы для себя, причем польза здесь разного характера, здесь и работа, здесь и выгода, здесь и приятные эмоции. И он считает, что здесь рубить с плеча нельзя. Вот эта его активная позиция, она с вами не работает, потому что здесь из серии «поспешишь, людей насмешишь». А терять ему вас не хочется, ему хочется вас сохранить. Поэтому здесь еще, знаете, элементарно может быть нехватка денежных средств. Он ждет состояния ресурсности для того, чтобы ему более красиво, более эффектно себя проявить. А что чувствует по отношению к вам этот жезловый король? Вы для него загадка, вы его плените, но вы не одна в его сердце. Здесь есть еще другая барышня. Вы знаете, к вам он испытывает чувство, которое очень похоже на, вот знаете, на дружеское. Пентакли — это больше про общение с тем человеком, с которым вы можете друг друга прям дополнить. И он понимает, что с вами может получиться вполне такой прекрасный, стабильный семейный союз. А любовь, вот именно такая романтика, он считает, что придет несколько позже. У вас есть задатки для этой любви. Он считает, что вы хорошей хозяйкой будете. Он считает, что вы друг друга можете слышать, дополнять. Но он не до конца вас разгадал. Есть в вас что-то такое, что его ставит просто в тупик. И именно поэтому он спешить не хочет, чтобы не ломать дров. Но он считает, что на почве вот этого дополнения друг друга, на почве того, что вы прекрасная хозяйка, потенциальная просто вот мамочка, да, у вас может родиться такая вот искренняя, чистая любовь. Самое главное, она бескорыстная. Самое главное, она такая вот, вы знаете, настоящая. А что он намерен делать в отношении вас? Какие у него намерения? Но он не торопится, нет, он не торопится. Да, он стремится в императора, он стремится стать мужем, он действительно стремится создать семью, но ему нужно, чтобы это решение было обдуманное и взвешенное. Причем как с его стороны, так и с вашей. Да, совершенно верно. Раньше времени он делать каких-то поспешных шагов не будет. Он будет двигаться очень осторожно. Он будет, знаете, вот как выстраивать по кирпичику вот этот фундамент. Для того, чтобы вас не спугнуть, для того, чтобы не было такого, что поспешишь, людей насмешишь. Потому что, еще раз повторюсь, много в вас загадок, которые он не может разгадать. И для того, чтобы не испортить все, для того, чтобы не пришлось как-то разворачиваться, что-то переделывать, идти другой дорогой. Он предпочитает очень спокойно, очень неспешно двигаться вперед, хотя это ему не свойственно. А что делать будет? Что в действиях? Он будет выдерживать границы, он уважает их.
Возможно, здесь такая ситуация, когда человек или сейчас с вами на расстоянии, или окажется на расстоянии, на дистанции, но он хочет эту дистанцию сократить. Любое расстояние, да, физическое, психологическое расстояние он хочет сократить, он хочет вывести ваши отношения на новый уровень, и он будет действовать путем сообщения вам какой-то интересной информации, то есть это его ключ к вашему сердцу, он будет вам рассказывать что-то интересное, он будет создавать комфортные условия общения для себя и для вас, чтобы вы, знаете, на почве, вот вы автономны, он автономен, здесь не то, что вот сразу же прям муж и жена, да, мужчина, женщина, любовник, любовница, нет, здесь вы две самодостаточные личности, и на почве какого-то интересного общения, причем здесь будет тема выбрана, в которой он хорошо разбирается. Это может быть его профессиональная деятельность, либо хобби. Ему важно вас заинтересовать. Ему важно, чтобы вы прониклись интересом к нему. И вот он, знаете, как по ниточке будет вытягивать из вас вот эту информацию, будет вас разгадывать. У него, кстати, очень хорошая стратегия. Это у него неплохая тактика. И на почве вот именно такого общения он будет стремиться к тому, чтобы вывести аккуратненько, постепенно ваши отношения на новый уровень. А какие у вас перспективы с ним? Давайте посмотрим. Перспективы. Ну, здесь союз. Во-первых, здесь возможен изначально союз деловой, когда вы подписываете какие-то документы, договариваетесь, какие-то соглашения, даже вот деловые отношения здесь возможны. Здесь изначально как будто деловой союз. И для многих здесь все-таки дистанция, она будет отыгрываться. Здесь может быть такое, что вы в разных городах, разных странах. Но здесь все-таки любви между вами быть. А дальше уже вам выбирать, вам решать. У мужчины-то настрой на то, чтобы построить семью, понимаете, он ищет стабильности. И на самом деле эти отношения вот с данным человеком, это прекрасный шанс для вас, для того, чтобы вот именно по звезде достичь своей цели. У каждого здесь цель своя, у кого-то карьерный рост, у кого-то построение семьи, но любовная связь между вами будет на почве, скорее всего, как я уже сказала, какой-то вот, знаете, совместной деятельности, а дальше уже куда вы ее поведете, это, конечно, выбор ваш. Да, здесь женщина будет решать, королева жезлов. Здесь женщина будет решать. Здесь можно прийти к стабильности. Да, здесь семья возможна. Просто, знаете, четверка кубков – это такое состояние, когда, во-первых, кому-то нужно нагуляться, да, кому-то надо насытиться той жизнью, в которой вы находитесь. Это первый момент. Второй момент. Здесь развитие ваших отношений может идти немножечко не по тому сценарию, который вы рисовали в своей голове. И именно поэтому здесь решать будет женщина, принимать ли данные правила игры, либо же не принимать. Вот такой получился у нас с вами расклад с жезловым королем. Я благодарю всех за просмотр, благодарю всех за обратную связь. И давайте посмотрим финального нашего мечевого короля. Как правило, это бывший, как правило, ну, либо человек в военной форме или воздушных знаков зодиака. Итак, что ты думаешь, уважаемый мечевый король? Мысли. Мысли мечевого короля. Ой, такое ощущение, что он осторожничает, он вас опасается, он не понимает, с какой стороны к вам подойти, но хочет подойти так, чтобы бразды правления были в его руках. Такое ощущение, что он за вами наблюдает и прям вот, знаете, не знает, какую тактику выбрать. Он хочет прийти таким образом, он абсолютно вообще не торопится, не спешит никуда, он действительно стратег. Он хочет прийти к вам с таким предложением, от которого вы не сможете отказаться. Это первый момент. И второй момент, здесь ему нужно такое предложение, в котором он бы имел безграничную, так скажем, власть над вами и над тем, что между вами происходит. А что в чувствах?
Он считает, что вы родственные души, здесь чувства действительно есть. Его к вам очень тянет, очень тянет. Здесь чувства абсолютно не прошли. Он считает, что вы, несмотря на все, что между вами было, не было, вы его друг, вы его родной человек, вы тот, кому он может доверять, вы идеальная. Он никого лучше вас не встретил и, скорее всего, не встретит, потому что вы идеально понимали и дополняли друг друга. А почему же тогда так он осторожничает? Почему он так осторожничает, прежде чем какие-то шаги сделать? Потому что он не уверен в ваших чувствах. Потому что он не уверен в ваших чувствах, и он хотел бы заручиться заранее гарантией того, что он победит, гарантией того, что вы его не отвергнете. А какие у него намерения? Давайте посмотрим. Еще знаете, здесь вот какой момент. Если вы смотрите на своего бывшего, который женат, который в других отношениях состоит, ему важно, чтобы были соблюдены условия конспирации, условия такой вот таинственности, чтобы никто не узнал о том, о чем он не хочет разглашать информацию в намерениях. Однозначно хочет нового витка отношений, общения с вами, но чтобы все было тайно. Здесь действительно у большинства такое, что у человека есть еще кто-то либо на примете, либо вот кто-то рядом. Но ему очень хочется нового витка с вами и такого, знаете, вот гармоничного союза, но чтобы это было тайно. Да. Причем он хотел бы взаимодействовать с вами на постоянной основе. Никто не знает про вас, про ваше общение. Никто не знает о том, что вы общаетесь, но вы дарите друг другу любовь, вы дарите друг другу эмоции на постоянной основе. Если у кого-то семья, у вас своя, у него там свои какие-то отношения, он не планирует их разрушать. Он планирует, чтобы это, знаете, была как двойная игра. А что в действиях у него, что он делать будет? Что он будет делать? Ничего, как улитка. Шаг вперед, два назад. Ничего конкретного. Он действительно ждет того момента, когда он сможет появиться, проявиться как настоящий победитель. Он хочет прийти с тем, от чего вы не сможете отказаться. Но здесь главным его оружием будут чувства. Потому что больше, чем чувство, он вам ничего предложить не может. Он просто не в состоянии, он не в состоянии что-то сделать такого эффектного. Он хочет быть победителем, он с удовольствием Rolls-Royce бы купил и на нем бы к вам приехал, но у него денег нет, у него возможностей нет. Он либо тратит их вот на эту свою другую барышню, либо просто не в состоянии заработать. Поэтому вот этот мечевый король, он будет трансформироваться в кубкового рыцаря, который будет петь вам серенады, будет говорить красивые приятные слова. И это будет его самое-самое главное оружие в завоевании вашего сердца вновь. А что у вас с ним в перспективе? У вас другой мужчина, у вас пентаклевый король. Вот этот мечевый, если он в других отношениях, он так в них и останется, ничего он вообще абсолютно не поменяет, кроме чувств ничего он вам не даст. Здесь вас расстояние разделит. Вот как он есть мечевый, так он мечевым и останется. У вас дело в том, что с этим мечевым такая ситуация, когда вот по разным вообще городам, по разным сторонам света вас может раскидывать, а потом как магнитом опять друг к другу собирать. У вас другой мужчина совершенно. Между вами здесь вот, знаете, вот расстояние, постоянное отдаление, но спустя какое-то время как магнитом друг к другу вы будете возвращаться. Причем это будет происходить до тех пор, пока вот другой жезловый король
более активный, более такой, знаете, вот смелый, более инициативный, не вытеснит вот этого мечевого из вашей жизни, и тогда все поменяется. Вот именно с Жезловым, именно с другим мужчиной, такой вот активный, даже если вы сейчас в других стабильных отношениях, здесь нужен мужчина с таким, знаете, огненным потенциалом, чтобы он сумел заполонить все ваше время, все ваши мысли, все ваши чувства, и тогда ситуация поменяется, и тогда вы, грубо говоря, прям успокоитесь. Пентакливая королева, вам будет хватать вот этого огня жезлового короля для того, чтобы не думать о ком-то еще, для того, чтобы не вспоминать вот этого вот мечевого короля. Причем, с одной стороны, вам будет хватать, с другой стороны, здесь такая ситуация, когда лучше не попадать под какое-либо подозрение. Ой, не посмотрела я, что хотят сказать вам. Колоду приготовила. Ну, давайте посмотрим, что мечевый король хочет сказать вам. Какое послание у него от вас. Точнее, вам от него. Я все равно тебя добьюсь. Вы посмотрите, я все равно тебя добьюсь. А почему так сильно хочешь добиться? Почему так сильно хочешь добиться? Потому что ему без вас очень скучно, и он постоянно вас вспоминает. Здесь действительно испытывает он к вам чувство любви, вы его наполняете, и без вас прям скукота. Здесь чувства самые настоящие, чувства очень сильные у него к вам, и он с трудом сдерживает себя, когда вас не видит. Здесь ему не хватает контакта с вами. И речь даже не про интимную близость, а просто про то общение, когда вы можете поговорить друг с другом, посидеть рядом, увидеться. У него просто без вас нет ресурса, у него без вас как-то вот жизнь не играет совершенно какими-то яркими красками, а вы его наполняете, вы его заряжаете, вы даете ему силу. Когда он не наполнен, он находится в состоянии апатии, он без вдохновения, он без жизненной энергии. А когда есть общение с вами, он наполнен, он силен, он понимает, что он может свернуть горы, и он по-настоящему счастлив. Вот такая получилась у нас четвертая позиция, вот такой четвертый король у нас мечевый. Я благодарю всех за просмотр, буду рада и благодарна всем за обратную связь. И до встречи с вами в новых видео. Вот они, наши с вами 4 короля, с которыми мы разговаривали. До встречи с вами в новых видео.